Друзья, всем большой привет, с вами Настя. И в этом видео я хочу показать, как сплести ряды на коробе с промежутком на каком-то расстоянии друг от друга. В общем-то, сегодня это покажу, как подставить рабочие трубочки, как закончить ряд. И покажу небольшие узоры, какие можно сделать на этих проплетенных рядах. И какие моменты, нюансы могут возникнуть по ходу плетения данного короба. Ну и сразу начну с того момента по поводу стоек. Какое должно быть количество и какое расстояние между ними тоже должно быть. У меня сейчас двойные стойки. Расстояние между ними мое любимое в 3 сантиметра. Первые ряды я проплетала тройной веревочкой. Кстати, забыла сказать, что эти стойки у меня прикреплены при помощи степлера к фанерному дну. Дно у вас может быть плетеное. Это абсолютно не важно. Изделие также может быть квадратным, круглым, овальным, без разницы на самом деле. Пожалела, что не сделала их тройными. В принципе, можно также было двойными их оставить, уменьшив расстояние между ними, да, в 2 сантиметра. Но я обещала одной своей подписчице, она ко мне обратилась показать, как выплетать вот такой подобный узор. В общем-то, если расстояние было бы намного меньше, то вообще его выплетание практически невозможным бы стало. Здесь учитывайте, либо делать тройные стойки. То есть при эксплуатации изделия очень важно нам учитывать, что может возникнуть ситуация, какой-то удар, да, стойки могут прогнуться, хотя они достаточно прочные после покрытия лака, грунтовки и так далее. Но все-таки вот это вот пространство, которое между рядами оно остается, есть шанс того, что вот эти стойки, наш каркас может повредиться. Либо делать расстояние между вот этими проплетенными рядами, да, допустим, меньше. Сейчас я возьму рулетку, замеряю. Значит, расстояние вот между стойками у меня в 3 сантиметра. Я имею в виду вот между двойными ровно посерединке, до следующей стойки тоже посерединке. Расстояние между плетеными рядами у меня ровно 4 сантиметра. И, в принципе, я думаю, что 3 сантиметров было бы вполне достаточно. Но у меня по задумке. Это я к тому вам говорю, что вы можете делать с этой информацией абсолютно все, да, по вашему пожеланию, проплетать ряды, делать количество стоек и так далее. Я вам сейчас говорю, на что стоит обратить внимание. По поводу вот этих плетеных рядов, я их плела двойной веревочкой, чтобы мне было более комфортно делать вот этот узор. Также стойки я наращивала при помощи обычной подстановки. И при детальном рассмотрении, если поближе присмотреться, да, видите, вот она скрутка. И я просто на клей их закручивала, насаживала. Сейчас покажу. Честно признаться, можно сделать это наращивание по-другому. Допустим, обрезать их в какой-то вот части, где я буду проплетала бы еще один ряд, и сделать более плотным плетение и спрятать все моменты наращивания, в общем-то, просто в плетении. Вы так сможете сделать. Я делала по-другому и показываю, просто вам объясняю, что да как. Значит, момент еще какой. При выплетании вот этих вот рядов на каком-то расстоянии друг от друга вы должны сразу запастись какими-то лентами плотными, будь они то из бумаги. У меня здесь использовано, в общем-то, такой пакет. В нем был комплект белья. Он плотный такой целлофан, мягкий, эластичный. Я ровно в 4 сантиметра сделала полоски. Они у меня двойные. Здесь они сложенные. Так, с другой стороны покажу. Вот так. Я их на самом деле сделала целлофановыми, потому что я думала, что сразу буду грунтовать на месте, и чтобы потом бумага не прилипала, если это, допустим, бумажные какие-то будут вставки, да. Но по итогу получилось, что я вот ряд проплела, потом вынула все, и очень хорошо здесь все фиксируется. В общем, нужно сделать нам какие-то ленты по той ширине, на которой мы предположительно будем делать отступ.
Так, покажу вам немножко процесса, как я эту ленту все-таки вставляю, потому что мало ли у кого возникнут вопросы. Бывают вопросы на ровном месте образуются у вас по неопытности. Ну, в общем-то, все происходит на самом деле достаточно легко и просто. Просто придется каждый раз вот эту, после проплетания нужного количества рядов, да, эту ленту вынимать и заново ее прокладывать. Итак, вот они, мои двойные стойки. Мне нужно взять 2 рабочие трубочки, так как у меня узор двойная веревочка. Слегка подрезаю буквально 2-3 миллиметра концы, их выравниваю. Обязательно оставляю мягкие части. Видите, я их сплющиваю, и они до какого-то момента вот такие мягенькие. Затем беру клей. Клей у меня в шприце, как всегда, полимерный. Можно использовать клей, допустим, ПВА. Так, секунду. Клей ПВА. Если вы будете использовать ПВА, то учитывайте тот момент, что для склейки на рабочих трубочек к стойкам должно пройти достаточное время. Контактный клей, он схватывает все моментально, этим он удобен. Такая мини-реклама получилась. Я уже показывала в одном из своих видео, как между стойками я подставляю рабочие дополнительные трубочки. Вот беру их, немножко раздвигаю, между ними пальчик вставила, одну прислоняю, получается, к стенке формы, другую пальчиком отодвигаю слегка, между ними вставляю рабочую трубочку ровно на расстояние трубочки. Вот видите, давайте поближе, еще ближе, макросъемка. И потому что когда я сразу трубочки, так, куда? Трубочки сразу между собой сжимаю и слегка, в общем-то, выпрямляю. Все. Видите, она заходит между стойками. Это вот этот хвостик мягкий, ровно. И теперь мне придется в таком состоянии немножко ее подержать, склеить, подождать. И точно так же я поступлю со второй рабочей трубочкой. Вторую рабочую трубочку также подставляю. Не забываем, что на уровне нашей вот этой ленты. Видите, я вставила, и теперь зажала стойки и слегка подтягиваю рабочую трубочку, чтобы вот этот хвостик максимально спрятать между этими стойками. Все, чтобы как можно меньше все это было заметно. Излишки клея, конечно же, сразу убираю. Они здесь не нужны. И немножко подожду. Так, ну здесь у меня клей уже подсох на второй трубочке. И я начинаю плести. Так, раз, наша первоначальная, и 2 стойка. Беру левую крайнюю рабочую трубочку и, как всегда, двойной веревочкой проплетаю, начиная с левой крайней трубочки. Все. Я надеюсь, все знают, как плести узор двойной веревочки. Это мастер-класс не для самых-самых новичков, а для тех, кто уже обладает какими-то знаниями. Смотрите, трубочки у меня слегка, все-таки, я считаю, подсохшие, в том плане, что они не очень сильно увлажненные. Они пролежали 2 недели у меня в пакете. В общем, так получилось, как всегда. У меня что-нибудь случается, и я их пыталась увлажнить. При дополнительном увлажнении уже пересушенных трубочек требуется очень долгий это процесс. В общем, их нужно увлажнить не сразу, тщательно, а понемножку убирать в пакет, подождать, потом снова доставать. Все-таки, чтобы они имели хорошие такие свойства, мягкие, да, эластичные, нужно делать это в 2-3 этапа, их увлажнения. Ну, я одним этапом их увлажнила, что-то мне показалось, что они достаточно эластичные, влажные, но сейчас я чувствую по ним, что не очень. Ну и, в общем, тут ничего страшного, как необычного, точнее, как всегда, наращивание я произвожу за стойками. Срезаю концы рабочих трубочек, которые сейчас нужно мне нарастить, капаю в них по капельке клея и наращиваю все аккуратненько.
Продолжаю плести. Стойки должны идти параллельно друг другу, перпендикулярно дну, на одинаковом расстоянии. В общем, все мы должны учитывать, за всем следить. И в ходе процесса, про что я вам говорила, про трубочки. В общем-то, мне очень часто стали писать, что вот как вы добиваетесь такого эффекта, ваши трубочки скрипят, ваши трубочки такие, а у меня вот не такие. В общем-то, я решила отдельный ролик даже снять по этому поводу, по поводу идеальных трубочек. Есть такая задумка. Но сейчас хочу вам сказать, что камера может искажать цвет трубочек, искажать вообще даже форму немного, да, по изделию, как я ее плету. Также могут возникать какие-то эффекты звуковые, которые придают какую-то дополнительную, не знаю, волшебность этим трубочкам. На самом деле они могут у меня всего лишь вот так, как хрустеть, когда верхний слой подсушен. Если я их вынула из пакета, они прям такие влажные, эластичные, то не обязательно они будут блестеть, не обязательно они будут хрустеть, но это не значит, что ими нельзя плести. Все должно быть ровно так, чтобы вам было комфортно. А хрустят они там или не блестят, или наоборот, это совершенно не важно. Так как далее будет идти процесс покрытия лаком, и весь этот блеск или матовость, наоборот, может потеряться, уйти, и совершенно это будет уже не важно. Нам главное достичь той влажности трубочек, чтобы комфортно было плести, и чтобы внешний вид их вас устраивал. Ну, внешний вид это не в первую очередь, чтобы сами трубочки вам нравились, вам было и комфортно ими плести. Понимаете, может вам комфортно, а кому-то совершенно некомфортно. Вот кто-то, допустим, лак с водой использует при обработке трубочек, и при переходе на клей с водой скажет: фу-фу-фу, мне не нравятся трубочки, жестковаты для меня. А мне вот наоборот кажется, что при обработки трубочек составом лак плюс вода, они чересчур хлипкие. Но это не значит, что этот способ лак плюс вода, он плохой или не имеет места быть, вообще абсолютно не важно. Нужно искать что-то свое и пробовать, экспериментировать. Итак, я уже 2 раза нарастила трубочки. Проплела какой-то участок без вас, и сейчас подхожу к первоначальным стойкам, покажу, что нужно делать. Вдруг вам будет непонятно. В общем-то, сейчас мне всего-навсего нужно будет сделать переход, то есть продолжать плести дальше нужное количество рядов, и при переходе каждый раз вот, на первоначальной стойке, да, то есть делать переход каждый раз на новом ряду. Для этого мне нужно, во-первых, нарастить снова трубочки. Так, нарастила. И закрываем наш ряд. Переходим на другой. Раз, два. Мы подставляли рабочие трубочки. Теперь беру, мы по идее должны плести левой крайней, заводить за стойку. Мы берем крайнюю правую. Так, я сказала крайнюю левую должны заводить за стойку следующую. Мы берем крайнюю правую рабочую трубочку, заводим ее за вторую стойку, а крайнюю левую за первую стойку, за первоначальную. И все, и продолжаем плести. Вот сейчас я вижу, что мне бы здесь немножко опустить плетение. Вот так подправляю. Если вы подклеили неправильно, то ничего страшного, можете немножко прижимать в этом, ну там буквально 2-3 миллиметра будет перепад, можете немножко прижимать в этом месте ваше плетение, и все будет отлично. Все, я продолжаю плести далее узор
двойной веревочки. Если у вас вы захотите плести 3 трубочками, то тогда нужно будет переход делать как на тройной веревочку. Там все похоже. Встретимся еще через пару рядков. Я проплела, получается, 1, 2 еще ряда. У меня их должно быть 3. Я подхожу к первоначальным своим стойкам. Так, где они у меня? Потеряла. Вот 1, 2. Вот они, 2. В общем-то, у меня так сложилось, у вас может быть совершенно по-другому, что прям до конца трубочек доходит мое плетение. Вот остаются хвостики. И сейчас мне нужно их аккуратненько припрятать. Как это можно сделать незаметно, показываю вам. Сейчас я завожу, как и положено по рисунку, левую рабочую трубочку за стойку. Ну, как бы дальше, как будто плету. Завела. Немножко, давайте приближу капельку. Немножко ее, вот эту вот хвостик или трубочку, слегка вниз, так прогибаю, беру снова вторую трубочку левую, завожу, сейчас буду заводить, точнее, за стойку, и проделываю при помощи палочки или спицы, как расширяю пространство немножко. Нужно завести мне вот этот хвостик, я его, видите, немножко приминаю, чтобы он был более эластичный, за стойку. Ой, стойка у меня пересушенная и согнулась. В общем, завожу аккуратно за стойку. И вот этот хвостик, можно его сделать крючочком, мне нужно вдеть вот в это пространство. Очень аккуратненько. Так. Один момент. Как можно поступить, если вы не можете хвостик продеть в расширенное пространство? Обратно я его немножко распрямляю, чтобы там у меня образовалось отверстие техническое, и чтобы туда могла войти спица. Проверяю. Теперь спицу вставляю в это расширенное пространство. Так, развернуть надо. И на спицу надеваю вот этот хвостик. Спицу проталкиваю дальше. И затем просто при помощи давления давлю сверху, вот сюда спицу не тяну, а давлю. Так. Я показываю все как есть, с этими трудностями все сталкиваются, и как можно их решить. Раз. И начинаю, хвостик уже подхватила спицу, убираю, начинаю подтягивать. Стойку держу, фиксирую и хвостик подтягиваю. И здесь то же самое. Вот. Все поправляю как нужно. Сейчас я хвостики не подрезаю. Я жду, когда они немножко подсохнут. Вот когда они подсохнут, они зафиксируются в нужном положении. Чтобы вы поняли. Вот глина, когда она мягкая, да, вы ее сформировали, она же мягкая, ее можно повредить. Но когда она подсохнет, она уже зафиксируется, и потом форму она не потеряет, если вы начнете ее трогать. То же самое с трубочками. То есть пока они еще влажные, можно с ними производить какие-то манипуляции, поправлять, там, проминать, да все что угодно. Когда они уже у вас высохли все до конца, в принципе, с ними практически ничего невозможно сделать. Поэтому вот эти вот хвостики, я их даже не подклеиваю, они вот сейчас так у меня останутся. Я начну плести последующие, допустим, ряды, и они за это время подсохнут, и я потом их немножко подрежу. Подрежу каким образом? Проходит какое-то время, вы берете один хвостик, тянете его немножко вниз, 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 и вот вдоль вот этой верхнего ряда, да, вдоль трубочки, прям вдоль него делаете ножничками чик. Вон оно там, оно как бы уже за стойкой вплетения, но хвостик не виден. Опять он у вас положение должен принять, вы его тянете вправо. Сейчас же я немножко тяну его как бы вниз, подрезаю. Он уже, этот хвостик застывший, высохший, он будет стремиться приподняться. И когда я его подрежу, он опять немножко приподнимется вверх и скроется в плетении. То есть даже если это будет у вас лицевая сторона, как вы видите, да,
то вообще ничего не видно. Сейчас у меня камера немножко расположена как бы снизу. Вот взгляд сверху, если будет падать, то ничего не видно. Все будет хорошо. Так, теперь далее, что нужно будет сделать. У меня же там уже проплетены 1, 2, 3 ряда. В принципе, сейчас я вам покажу, как делать вот этот узор. И перед тем, как это делать, мне нужно будет форму вынимать. Обязательно я возьму лак, разбавлю немножко водичкой, и прогрунтую этим составом вот эти 3 ряда плетения. Ну и все-таки решила капельку процесса для наглядности заснять. У меня совсем немного раствора на кисти. Кисть натуральный ворс имеет. И это тоже очень важно. Много раствора не навожу, как вы видите, потому что он начинает забивать вот эти все пространства в плетении. Нам очень важно, чтобы все оставалось красивым. Излишки при помощи кисти также я убираю. Но, в общем, вы видите, как я поступаю. Кисть не вдавливаю, а просто слегка-слегка касаюсь. Очень слегка. Вот между плетением я немножко втирающими такими движениями кистью работаю именно вот в этих рядках, чтобы между собой склеить уже вот эти рядки. Особенно в тех местах, где уже плетение у нас начиналось и заканчивалось. Так, тут видимый небольшой перепад. Можно все еще прижать. Но не критично. Немножко я жду всегда, когда он начнет подсыхать, тогда излишки убирать намного удобнее. После того, как я дождалась просушки изделия на форме, хорошо высохла, форму вынула, обязательно поставила утяжеление, груз, чтобы зафиксировать. И хочу обратить ваше внимание. В общем-то, показала вам, как начинать вот эти вот ряды отдельные, как их заканчивать. Вот у меня здесь, если сильно приглядеться, да, на вот этом зигзагообразном рисунке, который сейчас я буду вам показывать, имеются заломы. Прислала мне подписчица фотографию корзины, попросила снять, как это можно сделать. В общем-то, сам принцип-то мне понятен, ничего сложного. Раз, тут сделал. Для того, чтобы избежать и приноровиться к исполнению вот этих вот зигзагов, мне пришлось потратить неимоверное количество трубочек. Это первый момент. То есть для того, чтобы их делать, приготовьтесь к тому, что вы тратите много мало того трубочек, но и нервная система расшатается тоже, соответственно. Если она у вас нестабильная, то не повторяйте вот эти зигзагушки. Я вас предупредила, если что. Также я, то есть, как следствие, да, нужен опыт. То есть не один раз нужно вот эти вот зигзаги сделать, чтобы понять, как лучше их укладывать. В общем, нужен опыт. Опыт, сноровка, тренировка и так далее. Это вытекающее. Также я предположила, что расстояние между стойками, возможно, стоит увеличить. За счет этого угол захода за стойку, вот этот вот заворот-поворот, он дает сильный залом, надлом вот этой трубочки, загиб, да, из-за этого она сильнее мнется. Возможно, если расширить пространство между стойками, то тогда вот эти заломы, они будут более сглаженные вот в этих вот местах.
и будет все более аккуратно смотреться. Я убеждена, что при выплетании даже обычной лозой вот таких вот узорчиков дополнительных тоже имеются вот эти моменты заломов, никуда от этого не деться. В общем-то, либо нужно с этим смириться, либо вооружиться просто невероятно огромным количеством трубочек и пробовать, пробовать, пробовать. Моя задача вам показать, как можно сделать подстановку, как я это все делала. И, в общем-то, как закончить все это, аккуратно закрыть, чтобы опять вот эти места постановки закрытия были не видны. Для этого я использовала много раз разные трубочки. То есть я пришла к выводу, что вот этот верхний слой, он должен быть наилучшим образом подсушен. Так как если он влажный, то вообще будет как обяка. Но в то же время должен быть не пересушенный верхний слой, как у меня сейчас немножко пересушенный. Я ее сминаю, проминаю. В общем-то, очень хорошо. Сначала в одну сторону, потом в другую. Делаю ее эластичной. Вот до такого вот состояния. Она должна быть такая вот в меру мягкой, податливой, но в то же время эластичной и упругой. Вот что значит. Теперь с той стороны, где задняя стенка, мне нужно выбрать какую-то часть, да, куда я буду вводить рабочую трубочку. Вот здесь у меня окончание. Ну, соответственно, либо я буду вот в этом месте вводить, либо в этом, чтобы, не дай бог, там что-то не выскочило, потому что мне сейчас нужно будет делать расширение. Расширение я делаю небольшое за стойкой, там, где идет вот эта трубочка верхнего ряда плетения. Между этой трубочкой и сзади за стойкой я буду подклеивать рабочую трубочку. Но подклейку буду совершать в таком месте, больше вот от этого места. Вот от этого. Для чего? Потому что если я сейчас ее подставлю, я вам покажу вот так, и начну выводить, да, видите, будет некрасиво это смотреться. Мне нужно как бы сделать момент завершения вот этого загиба. Соответственно, мне нужно ее где-то вот в этом месте подклеить слева от стойки. Надеюсь, понятно объяснила. Беру рабочую трубочку. И я с любой стороны ее, на самом деле, вот я сейчас буду делать это, где скрутка, под тупым углом просто подрезаю. Обязательно прокапываю все это небольшим количеством клея. Стараюсь им меньше пользоваться, но сейчас вообще никак без него не обойтись. Так, аккуратно завожу и ввожу в плетение. Вот таким образом. То есть мне нужно подклеить мою рабочую трубочку таким образом, чтобы эта подстановка рабочей трубочки была незаметна с лицевой стороны однозначно, также и с изнаночной. Потому что все должно выглядеть аккуратно и опрятно. Но по возможности мы к этому стремимся как можем. Так, подождала пару-тройку секунд, пока все подсохнет. И теперь, значит, у меня трубочка сейчас должна заходить за снизу вот проплетенных рядов, огибать соседнюю стойку, выходить опять снизу и заходить теперь сверху за следующую свободную стойку. Вот здесь такой момент. В общем, стараемся выкладывать все так, чтобы смотрелось аккуратно и синхронно. Вот видите, как я ее уложила? Вот. Потому что по-другому она начинает просто заламываться. Уложила. Аккуратно завожу. Видите, тут придерживаюсь. Стараюсь, чтобы как можно меньше было заломов. Тут же ее вывожу и пальчиками помогаю аккуратненько. Проталкиваю. Вывела. И сразу вот как бы плотненько обнимаете, но вправо, но не сильно. Выпрямляю ее, фиксирую четко сзади и приподнимаю сразу наверх. То же самое. Выгибаю теперь, придерживаю, завожу вовнутрь и вывожу сразу. Опять раз. Помогаю, плотненько прижимаю все, тяну, подтягиваю.
И снова все то же самое. Вот видите, что получается. Сноровка требуется невероятно большая. Кстати, я хотела вам еще сказать, забыла совсем. Я пробовала еще вот эту манипуляцию производить не сплющенными трубочками. То есть, когда они имеют свою толщину естественную. И, в общем-то, как-то думала, может, так будет лучше. Нет, не получается, но вы попробуйте, вдруг у вас получится. Ну и дальше. Опять держу хвостик. Вот подставляю пальчик, где у меня идет перепад, ближе вот к этому месту, куда сейчас заводить. Делаю, видите, раз. Если она длинная, то это будет дальше происходить. Увожу, завожу хвостик. Там же сразу перехватываюсь. И теперь начинаю ее аккуратненько, аккуратненько заводить. Все поправляю сразу. Подтягиваю. И вывожу на то место, где сейчас она должна заходить за следующую стойку с верхней стороны. Видите, сделала срез на себя. Наращивание произвожу за стойкой. Правила и способы наращивания есть отдельное видео на моем канале. Очень подробно. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании. Заходите все туда. И там все подробно-подробно. В общем-то, как я там стойки тут наращиваю, тоже два способа. Все там есть. Так, можно заострить, можно этого не делать, кому как удобно. Беру вторую дополнительную рабочую трубочку, немножко подрезаю кончик 2-3 миллиметра и обязательно прокапываю, конечно же, капелькой клея. Наращиваю. Вставила, немножко прокручиваю, чувствую, начался упор, да, дальше не идет, не толкаю, потому что будет здесь разрываться трубочка ваша. Вот держу пальцами это место сращивания, двумя пальцами точнее, прям крепко держу, туго. Так, камеру возвращаю. И сейчас же мне нужно опять промять вот эту уже нарощенную рабочую трубочку. Я сначала проминаю ее в одну сторону между пальчиками, затем в другую. Это такой приятный процесс. Он не может не понравиться вам. Так, нарастили. Теперь опять аккуратно возвращаю. То есть для чего я здесь держу? Чтобы вот здесь как можно меньше был момент перелома, загиба. Фиксирую. Немножко увожу. Завела уже хвостик коротенький, перехватила. И теперь осторожно все вывожу. Так. Здесь сильно не тяните, потому что может выскочить. Но главное, чтобы все было плотненько уложено в итоге. Так. И снова опять. Вела, завела, перехватилась. Раз. Так, я это делала 2 недели назад. Вот на этих нижних пробовала, тренировалась. Поэтому у меня не получается. Я этого абсолютно не стесняюсь. В общем-то, все бывает в первый раз. И вы должны видеть, что у любого мастера маломальски что-то умеющего делать может тоже что-то не получаться. Это я вас так подбадриваю, а себя успокаиваю. Делаю это тоже, можно сказать, ну, какой раз, ну, не в первый. Какое-то время прошло, тоже навык теряется. Так, аккуратно все выкладываю. Это как с загибкой, знаете, раз, два, три, не получается, 4, потом бах, и ровно получилось, все без изгибов, без заломов. А сначала все с заломами, всякими загибами, с погрешностями. Мне кажется, здесь вот то же самое. Так. Как-то здесь. Ну, в общем, вы видите, да, что не очень так вот прям все качественно, как хотелось, получается. Довожу до стойки, перед ней делаю подгиб. Срез делаю до места сгиба. И можно немножко смять. Так, снова нарастила. Держу, сминаю. Давайте. Держу, завожу,
И немножко. Ну, в общем-то, в принципе, все получилось. Не очень-то это все и страшно оказалось. Почему-то я в прошлый раз боялась сделать это наращивание снизу. Я не знаю почему. Сейчас все прошло как-то гладенько, слава богу. А в прошлый раз, когда я тренировалась, как-то мне не очень получалось. Ну вот, сам принцип вам понятен. Не забывайте о том, что лицевая сторона с изнаночной как бы тоже должна выглядеть опрятно. Одно дело сделать это все снаружи красиво, а сзади там загибы-перегибы, это тоже все будет неправильно. Так. Угу. Все. В принципе, все идет как надо. Вот видите, я снова довела, прикинула, раз, довела, пальчик раз, раз, и обратно. А там за стойкой, вот здесь у меня получается, видите, плоская. И вот эта плоскость, она должна и быть за стойкой. Каждый раз не ребром ложиться, а прям тут одинаково. Здесь заходить и той же плоскостью выходить. И теперь у меня получилось. Нужно делать наращивание снова за стойкой, но сверху. Подошла к началу нашего узора. Там, где наращивали, подставляли, точнее, рабочую трубочку. Так, завожу последний раз за стойку. И у меня прям здесь небольшой такой хвостик остается. Мне нужно вывести этот хвостик очень аккуратно. Каким образом? Мы с вами... Сейчас я рабочую трубочку какую-нибудь возьму. Ненужную. Мы с вами подставляли рабочую трубочку. Получается, за стойкой она у нас с вами заходит вот сюда. Теперь мне нужно вот эту рабочую трубочку спрятать каким образом. Я ее заведу за стойку, также за стойку. И она получится выведенная перед вот этой трубочкой, которая у меня уже в плетении нарощена. И выведу за стойкой сквозь плетение за этой нарощенной трубочкой. В общем, объяснила как могла, показываю на деле, что это значит. В общем, оставляю ее за стойкой, проделываю пространство, немножко расширяю. Видите, за стойкой, за этой нарощенной трубочкой первоначальной убираю, хвостик заостряю, если нужно. В общем, продеваю аккуратно. Опять же, можно использовать спицу. Я ее уже убрала. Я очень редко ей пользуюсь. В принципе, можно также еще попробовать заострить сам кончик. Он у меня суховат. Все должно хорошо получиться. Так, вот. Подхватываю палочкой, накатком и подтягиваю. Сначала здесь все подтянула. И теперь у меня получается рисунок совпадает. Я очень аккуратно подрезаю. Так, давайте, чтобы вам было лучше видно, я попробую левой рукой. Хоть я и не левша. Вот так же подрезаю вдоль плетения, вдоль рабочей трубочки. И ничего уже не видно, с какого места мы начали. Вы видите, все идет по рисунку. Все хорошо. Техническую часть я вам показала, как плетется данный зигзагообразный узор. Если у вас возникнет желание, можно этот узор еще дальше пойти, как меня и просили показать, сделать в обратную сторону следом.
да, то есть мы этот ряд закончили, подставляем снова рабочую трубочку где-нибудь здесь, да, или вот здесь, и начинаем ею проплетать уже с другой стороны. Образуется такой узор как бы с крестиками, тоже неплохо смотрится, но в 2 раза больше придется потратить вам нервов своих. Вот. Вот так это смотрится. Также можно попробовать узор сделать, допустим, по-другому. Через одну стойку заводить, ну, как бы за стойку через одну. Одну пропускаем, за следующую снизу. Так, забыла трубочку я смять. Давайте. В общем, здесь уже полет фантазии можно включить. Я сейчас попробую вот таким образом. Через 2. Тогда заломов будет меньше. И выглядеть, конечно же, это будет совершенно по-другому. Давайте я еще одну трубочку возьму. Посмотрим, как это будет выглядеть с 2 трубочками. Вот так. Мне же надо вам показать. В общем, тоже как-то интересно смотрится. Ну, соответственно, здесь даже, мне кажется, меньше заломов. Вот, вот так. Хоп-хоп. Ну, тоже красота получается. В общем, есть над чем поэкспериментировать, над чем постараться. Я сегодня вам все показала, рассказала, о чем хотела. И на этом мое видео наконец-то подошло к концу. Пожалуйста, я вас очень прошу, поддержите меня лайком, если видео понравилось. И до новых встреч. Пока-пока.